В России все чаще случаются прилеты дронов, взрывы на военных и других объектах, причем происходить это стало даже в Москве. Сначала в кремлевский купол врезался украинский дрон, потом на Москву налетел целый рой вражеских беспилотников. В промежутке между этими событиями в Белгородскую область вторглись толпы загадочных диверсантов на танках, а поблизости от турецкого пролива Босфор атаке морских беспилотников подвергся разведывательный корабль России «Иван Хурс». А тут еще последовал удар дронами камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Об атаках беспилотников доложили также из Псковской, Тульской и Брянской областей. Неудивительно, что российские генералы погрузились в состояние изумленной растерянности. Собственно говоря, этого Украина и добивалась. Любопытную статью по этому поводу опубликовала газета Financial Times. Сегодня мы с вами ознакомимся с ней и обсудим ее содержание. Уже несколько месяцев все ожидают украинского наступления. ВСУ не устает пугать захватчиков мощной западной техникой, а российская армия нервничает, закапывается в землю и строит оборонительные рубежи от Крыма до Белгорода. Напряженность нарастает. Как говорится, ждать и догонять хуже нет. И в довесок к нервозной обстановке последовала серия неожиданных украинских ударов там, где совершенно их не ждали. Военные эксперты Financial Times назвали эти атаки формирующими операциями. Их цель – обмануть и запутать российских генералов, создав все условия для принятия ошибочных решений. Это классическая военная практика перед крупным наступлением. Отставной майор армии США Джон Спенсер из Института современной войны в Вест-Пойнте подчеркивает, что операции обманки всегда были неотъемлемой частью войны, но сегодня их эффект многократно усиливается за счет социальных сетей. Спенсер уверен, что операции ВСУ потребуют от России неадекватного расходования ресурсов. Это будет касаться не только передислокации войск, но и информационного обеспечения оборонительных операций. Спенсер сравнивает действия Украины с ловкостью фокусника. Его руки отвлекают зрителя, переключая его внимание на ложную цель, а в итоге, вуаля, из шляпы внезапно выглядывает кролик. Из-за самого неожиданного куста в атаку устремляются танки «Леопард». Казалось бы, что может быть общего у атаки дронов на Кремль, вторжения русских националистов, воюющих на стороне Украины в Белгородскую область, и попытки потопить российский военный корабль у Босфора? Во-первых, демонстрация беспомощности противника всему миру. ПВО вокруг Москвы неэффективные, граница России дырявая, а корабли Черноморского флота не чувствуют себя в безопасности даже в 600 километрах от украинского побережья. Во-вторых, растерянность российских граждан. Оказывается, столица Великой Путинской империи уязвима, сухопутные границы не защищены, а прилегающие моря не контролируются. В-третьих, перенасыщение российских штабов побочными задачами и проблемами. Бывший офицер британской армии, автор книги «Как вести войну» Майкл Мартин не сомневается. Идея состоит в том, чтобы создать множество дилемм для российской командной структуры. Потому как проблемы, например, прорыв линии фронта, привлекают внимание. Дилемма же парализует действия. Легко представить, чем прямо сейчас занято высшее военное руководство России. Стучит кулаком по столу, нещадно материт подчиненных и требует усилить оборону Москвы, Белгородской области, Краснодарского края и акватории Черного моря. Причем всего одновременно. Это вызывает нервный тик и распыление внимания. Если учесть, что российское командование не блистало талантами и в более спокойной обстановке, то сейчас им до катастрофических решений и вовсе рукой подать. В-четвертых, народ Украины почувствовал воодушевление. Эти атаки подняли моральный дух и мирных граждан, и, что особенно важно, военных. В украинских соцсетях появились, например, мемы о создании Белгородской Народной Республики и сообщения, что диверсанты РДК легко могли купить танки в любом военторге. Ну и в-пятых, и без того неспокойном российском обществе и так называемой элите в результате всего этого могут набирать обороты разброд и шатания. Может расти недоверие к людям, принимающим ключевые решения в стране. И действительно, открытое разочарование приходит оттуда, откуда не ждали. Обязательно обсудим несколько реакций после небольшого некоммерческого объявления. Более 10 тысяч сайтов и интернет-ресурсов были заблокированы в России на основании военной цензуры. Под раздачу попали как СМИ, так и тысячи обычных сайтов, где люди критиковали войну или просто вывешивали антивоенный баннер.
спортивные сообщества, форумы любителей музыки, магазины детских товаров и товаров для животных. Против цензуры и онлайн-слежки в России борется Роскомсвобода. Эта общественная организация защищает цифровые права пользователей интернета. Она ведет мониторинг законодательной деятельности в области интернет-регулирования. Отслеживает реестр блокировок и рассказывает о наиболее резонансных случаях преследования граждан и медиа за их публикации. А также проводит экспертные интервью и рассказывает про информационную и личную безопасность. Рассказывает, как обезопасить свои устройства и аккаунты от взлома или досмотра, что делать, если к вам пришли с обыском, какими сервисами лучше пользоваться и многое другое. Но Роскомсвобода — это не только публикации. Юристы организации бесплатно помогают людям, которых преследуют за антивоенные высказывания в интернете, и ведут коллективные иски против утечек и слежки. Программисты создают инструменты для обеспечения доступа к информации, в частности плагин Censor Tracker, позволяющий посещать заблокированные медиа и сервисы. Он сообщит вам, если вы зайдете на сайт, который обязан хранить и передавать данные о пользователях госорганам. Также у Роскомсвободы есть сайт VPN Love, где вы сможете почитать про характеристики безопасных VPN-сервисов и узнать, какие из них можно оплатить российскими картами. Помимо этого, Роскомсвобода организует хакатоны и помогает стартапам, помогая реализовать новые технические решения для защиты свободы интернета. Вы можете поддержать организацию донатом или подпиской на соцсети. Все ссылки я оставил в описании. Поддерживая Роскомсвободу, вы поддерживаете свободу в интернете. Продолжим. Итак, недоверие уже мало кто скрывает. Доходит до абсурдного. То тут, то там разгораются очаги сомнений в декларируемой неуязвимости России. Вот, например, сетевое издание Волгоградской области «Волгоград онлайн» разместило статью с до предела тревожным заголовком: «Украинские беспилотники атаковали Москву. Смогут ли они добраться до Волгограда?» И, как выяснилось в статье, смогут. Дальность полета дронов до 1500 километров, а от Волгограда до Киева по прямой чуть больше 1000, сокрушаются журналисты. Параллельно выясняется, что у российских аэропортов нет возможности для закупки и установки специализированных защитных средств против беспилотников. А это грозит нарушением воздушного сообщения. Тут даже провластное издание «Известия» зафиксировало озабоченность специалистов по транспортной и авиационной безопасности. Сильно встревожил российских военных блогеров и рейд по Белгородчине. Особенно резкую критику Минобороны получил от Евгения Пригожина. Пригожин в часовом видеоролике прочитал россиянам насущную лекцию о том, как улучшить местную оборону своими силами и подручными средствами. Помимо этого, Пригожин потребовал от правительства усилить военное присутствие на границе, а губернатор Белгородской области заявил, что мы де-факто живем в состоянии войны. И что теперь прикажете думать многочисленным телезрителям и телезрительницам? Формирующие операции оказали вполне определенное психологическое воздействие и на официальный Кремль. Комментируя вторжение в Белгород, Дмитрий Песков витиевато сказал, что война потребовала очень сложной и напряженной работы, которая постоянно создает вопросы. Вот это ж надо, чтобы война требовала напряженной работы. Кому же из генералов к такому неожиданному повороту готовиться-то было бы? Более просто высказался блогер, приближенный к Генштабу, Рыбарь. Он признал, что украинские дроны в небе над Москвой уже поспособствовали стрессированию населения. Подобные замечания едва ли приводят к оптимистическому настрою в России. В общем, как отметил один высокопоставленный украинский чиновник, успешное наступление начинается с успешного психологического наступления. Судя по всему, оно идет полным ходом. Представители украинской военной разведки не скрывают, что рейд в Белгородскую область и другие операции в глубине России призваны ударить по моральному духу россиян и заставить военное руководство суетиться. Передислоцировать войска из оккупированных украинских территорий в Белгородскую и Курскую области. При этом украинская сторона вполне допускает, что подобные операции будут происходить и в будущем. Похожую тактику Украина уже использовала прошлым летом и весьма успешно. В течение нескольких недель украинцы только и делали, что обсуждали идею наступления в Херсонской области. А когда российские войска в ожидании атаки переместились на юг, Киев начал наступление на севере. В результате ВСУ внезапно прорвали ослабленные российские позиции в Харьковской области. Как отметил американский аналитик Джон Спенсер, Украина использует российскую схему действий против самой России. Ведь Москва регулярно подогревает слухи, что вот-вот атакует с территории Беларуси.
Какой бы маловероятной ни была эта атака, сама ее возможность вынуждает Украину держать войска поблизости. На всякий случай. И вот сейчас украинцы точно так же отвлекают Россию от направления главного удара. Причем действуют даже более изощренно. Рассеивают внимание российского командования на несколько второстепенных направлений разом. Надо сказать, что Россия старается не оставаться в долгу. Она активизировала ракетные и беспилотные атаки на украинские города и объекты, называя их военными объектами. Так, бомбардировке подвергся небольшой райцентр Тернополь. Авторы статьи полагают, что этот город выбрали целью не просто так. Именно оттуда на финал Евровидения в Великобританию поехала местная музыкальная группа. Других внятных объяснений атаки вряд ли можно найти, по их словам. 13 мая мощный взрыв произошел в городе Хмельницкий. По словам мэра, повреждены школы, медицинские центры, многоквартирные дома и промышленные предприятия. Позднее удар был нанесен по авиабазе вблизи города. Помимо этого, Россия развернула собственные информационные операции. Хакеры подделали данные космического слежения за коммерческими судами, и в результате их траектории движения в Черном море отобразились в форме огромной буквы Z, символа российской агрессии в Украине. Это заметили, конечно, лишь специалисты, обыватели редко заходят на подобные сайты. Тут, в общем, как в анекдоте. Каково военное руководство, таковы у него и информационные войны. Западные аналитики пока что не могут точно оценить, насколько эффективным окажется украинское наступление. Ясно одно. С крайне высокой вероятностью Украина продолжит вести формирующие операции, комбинируя их с точечными ударами по военным объектам. Возможности для этого постоянно расширяются. Украина уже получила британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые министр обороны Украины Алексей Резников назвал подарками. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, что позволяет ей развивать скорость до 1000 км в час при дальности полета до 550 км. Существует также вариант Storm Shadow для экспорта. В такой комплектации дальность не превышает 250 км. Какую из версий передали Украине, неизвестно. В любом случае, ракета способна долететь до Крымского моста и атаковать его, в любом варианте. Боеголовка оснащена 2 зарядами. Первый используется для разрушения грунта и проникновения внутрь подземных сооружений, бункеров, а второй заряд срабатывает с задержкой уже внутри бункера. По словам одного из источников CNN, Великобритания получила от украинских властей заверение, что Storm Shadow будет использоваться только в пределах суверенной территории Украины. При этом эксперты CNN напоминают, Великобритания признает Крым суверенной территорией Украины. Однако Крымский мост Украина атаковать не торопится. Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов по этому поводу сказал, что все еще впереди. Западные аналитики полагают, что Storm Shadow изменит правила игры на поле боя. Дело не только в большой дальности полета, но и, в принципе, выстрелил и забыл. К цели ракета летит при помощи GPS, а в случае помех по предварительно заданной траектории. Storm Shadow достигает района цели на сверхмалой высоте, после чего набирает высоту и переходит в пикирование. На конечном участке траектории ракета использует тепловизорную головку самонаведения, что также повышает ее помехозащищенность. На море Украина тоже усилила свой наступательный потенциал. Это произошло за счет использования морских дронов. Теперь, по словам украинских военных, они могут поражать такие жирные цели, как тот самый Иван Хурс. Примечательно, что украинские морские беспилотники нанесли удар по нефтяному терминалу Шисхарис в порту Новороссийска еще в ноябре 2022 года. Атака не привела к серьезным разрушениям, но отлично показала, Украина способна доставать цели по всей акватории Черного моря. Видимо, российские адмиралы тогда выводов не сделали. В итоге чуть было не потеряли уникальный разведкорабль. Западные военные аналитики внимательно следят за событиями и полагают, что украинцы попросту тестируют различные методы воздействия на Россию. То есть выясняют, что работает, а что нет. Ведь смысл их действий в том, что теперь ни Россия, ни западные союзники Украины не понимают, когда и где начнется настоящее наступление. Российской стороне остается только ждать и гадать. Не лучшая стратегия на войне. С украинской точки зрения, нервозность и неуверенность противника – ключ к победе. После рейда в Белгороде Данилов сказал, цитата, «Россияне должны к этому привыкнуть». За последний месяц очевидно стало одно – Россия все больше теряет инициативу. Лишь пытается реагировать на активные действия Украины. Это не приближает Россию к достижению собственных военных целей, какими бы ограниченными они к настоящему времени не оказались. А значит, это приближает украинскую победу. Такова простая логика происходящих военных событий.
До завтра.